Друзья, ну в начале новостного блока я всегда поясняю за название стрима. Название стрима звучит как Джиддай. Чего скомбинировано это название? Ну, когда-то была передача по какому-то телеканалу, который, ну, как мне кажется, пытался копировать российский ДТВ был такой. Или ДТВ, или НТВ, не помню, какой из этих каналов. И там была передача Джедай. Помню, что она была про ДАИ, ну, типа, Державна автоінспекція. Ну, наверное, ДАИ, Державна автоИ. Хуй его знает. Ну, вы поняли, в общем, про гаишников, да? Не ї, а І, действительно. Державна антиінспекція, а я Ї написал. Ну, сами понимаете, память уже не та. Ну, а Джидда, да, в начале. Город, в котором встретятся две группы переговорщиков. Не знаю, как по-другому сформулировать. Ну, две делегации. Американских дипломатов и украинских. Интересно, что это не Эр-Рияд, который мне всегда почему-то сложно выговаривать, а Джидда. Ну, уже перешутили на тему этого названия, как могли. Город на побережье Красного моря, да. Джидда недалеко от Мекки. Недалеко от Мекки. Я вот, кстати, не знаю, Рустем Умеров мусульманин чи нет? Может посетить Мекку. Ну, в общем, это такие мысли, блядь, про название, про название. Ну, понятно, что основная новость и основное ожидание этой недели — это встреча украинской и американской делегации в Джидде. Я на самом деле небольшой любитель, ну, всегда смех у меня вызывали вот эти такие обороты, которые очень часто встречались в западных медиа, как типа «настал решающий момент в войне», «следующий месяц будет решающим», «переломный момент настал», «для Украины настало тяжелое переломное время». Всегда это было неоправданно, кроме, наверное, завтрашнего дня. Завтра действительно, на мой взгляд, ну, не знаю, может я ошибаюсь, может у меня какое-то искаженное ложное видение. Но мне кажется, что завтрашний день определит многое. Он реально, завтрашний день, вероятно, определит будущее Украины. Вот, и без преувеличения можно сказать, что завтрашний день решающий. Ну вот, на мой взгляд, реально решающий. Ну, давайте кратко попытаемся вот что-то прощупать из какой-то имеющейся у нас информации. Было 100-500 разных комментариев от разных государственных служащих, ну, американских преимущественно. С нашей стороны прямых никаких комментариев нет, что мы там будем продвигать. Ну, понятно, они себя чувствуют в этом смысле более свободно, за ними сила есть какая-то, за ними есть рычаги давления на Украину, поэтому они могут, конечно, позволить себе озвучивать уже что-то заранее. Но тем не менее, да, с американской стороны в делегации вроде как, да, ну то есть не то, что это официально подтверждено, но медиа об этом писали, что с американской стороны будет госсекретарь Марко Рубио, на наши деньги министр иностранных дел, да, США, Марко Рубио, Стив Витков, который, ну, где-то читал комментарии в Твиттере, что он русский, поэтому подыгрывает русским. Ну, насколько я понял, он вроде как еврей, да, причем родился в США, насколько я знаю. Ну вот, Стив Витков это упал намоченный по Ближнему Востоку, что самое интересное, а не по Украине. Тоже это настораживает. И советник по безопасности Майк Уолтс. Вот такая типа команда будет со стороны США. Ну, все, весь вообще американский инструмент дипломатический просто будет представлен. Но не будет одного человека, по какой-то причине, казалось бы, вот по логике вещей, он здесь должен участвовать. Это упал намоченный по делам Украины Кит Келлог, интервью которого мы смотрели. И самое интересное, что Кит Келлог упал намоченный по делам Украины, все медиа писали о нем, ну не знаю, насколько это правда, потому что очень сильно мифами обрастает, да, со стороны разных, ну, скажем так, заинтересованных медиа, да, которые ну, не то чтобы очень любят Трампа, да, довольно заангажированы против него, и вот у них постоянно все очень сильно из-за них обрастает мифами касательно вот там субординации внутри трамповской администрации, кто к кому как относится, у кого какие взгляды и кто на это как влияет, да. Ну, порой мне кажется, что они пытаются своими заголовками повлиять на формирование этих отношений внутри американской администрации, то есть когда они там условно пишут, что и Илона Маска обидели какие-то чиновники, да, там, ну, из американской администрации, я думаю, что они это пишут нарочно, пытаясь как-то, ну, какие-то посеять там зерна. Ну, я это так вижу, да, пытаются сыграть на этом моменте. Ну, в общем, из-за этого все обросло такой мифологией серьезной, но похоже на правду. Многие медиа писали о том, что вот этот Кит Келлог, уполномоченный по делам Украины, именно он конкретно довольно
довольно, скажем так, позитивно относится к Украине, ну, позитивнее, чем все остальные, да, в этой команде. Позитивно относится к Украине и, самое главное, довольно воинственно, да, и довольно жестко настроен по отношению к российскому государству. И именно его здесь не будет. Многие говорили, что его вообще могут исключить из этих процессов переговорных именно из-за его вот такой позиции, да. Это как плохой и хороший полицейский вначале предполагалось, что будет. Типа вот этот человек, который уполномоченный по Ближнему Востоку, Витков, это типа хороший, а вот этот Кит Келлог типа плохой. Ну, видимо, все не так просто, но все-таки, наверное, имеет смысл обратить внимание на эту информацию. На самом деле я, ну, склонен верить в это мнение, да, потому что из того интервью короткого, да, 30 минут он рассказывает, 30 минут отвечает журналистам, в смысле Кит Келлог, я сделал вывод, что да, он как раз такой дипломат, по-моему, ну, по крайней мере, из того, что он говорил, довольно классический. Его риторика похожа на риторику, ну, конечно, с огромным количеством оговорок, но в целом его восприятие российского государства похоже на восприятие другого душевно больного, тоже сильного известного дипломата, который вот это говорил. Windows, похоже на Майкла Макфола, вот, такое отношение к России. И в этом смысле я думаю, что да, его можно назвать жестким, несмотря на то, что он Украину сравнил там со слом или что-то такое. Мне кажется, наверное, для американского чиновника это довольно безобидно. Еще он Украину сравнил, почему-то это там не упоминают, да, еще он и сравнил Украину со своей внучкой. Ну, видите, уже не осел, внучка. Это все было типа в том же видео. Ну, в общем, я к чему, что он, по крайней мере, не оглашен, что будет участвовать в этих переговорах, что, наверное, делает для нас сразу как бы атмосферу хуже, то есть ожидания должны быть наши, ну, что к нам эта делегация будет более жестокая, чем могла бы быть, да, то есть компромиссы вряд ли там будут. Ну вот, это американская делегация. Дальше больший сюрприз, больший подарок с украинской стороны, кто поедет в Джидду и кто будет представлять интересы Украины, да, украинская делегация состоит из Андрея Борисовича Ермака, главы офиса президента. Нужно сказать, что, ну, с американской стороны нет таких должностей, нет такой, да, соизмеримой должности, что ли, симметричной должности этой. Потому что все-таки, ну, на мой взгляд, Андрей Борисович, ну, не должен быть дипломатом, хотя мы понимаем, и, наверное, его поездка туда, она это подтверждает, что все-таки Андрей Борисович это тот, кто формирует, Андрей Борисович Ермак это тот, кто формирует нашу внешнюю политику, да, внешнюю политику Украины, тот, на ком она всем замкнута. Я об этом говорил, но и сейчас этому только подтверждение приходит, потому что всю дипломатию, все Министерство иностранных дел Украины он переподчинил на себя, на лояльных себе людей полностью. Ну и очевидно, что без него там решения не принимаются. Ну, в общем, нас будет представлять и возглавлять, да, эту команду будет Андрей Борисович Ермак. Повезет он с собой зама Павла Полису. Я Павла Полису услышал, ну, не первый раз, а где-то второй. И задумался, кто это такой. Начал я гуглить и, ну, там, написал в Телеграме упоминаний его условно 5 штук за все время. 5 штук. Все эти упоминания Павла Полисы о двух событиях. Два события. Последнее событие, в котором он упоминается, это то, что его включили в эту группу. Сейчас он поедет, да, в эту Джидду. Второе упоминание, это то, что он комбриг 93-й бригады «Холодный Яр» был. И его перевели в офис президента, представляете? Я помню, да, было такое. Но, естественно, забыл, но когда читал, вспомнил об этом. То есть, скажем так, вот в такой сугубо дипломатической плоскости поедет сугубо абсолютно до мозга костей военный человек. Опять-таки, мне сложно оценить, о чем они там будут говорить, но такой подбор кадров понять еще сложнее. То есть у человека нет никакого вообще и близко даже хоть какого-то гуманитарного образования. Ну, в общем, это... Да, Павло Полиса, о котором вы сейчас от меня узнали и узнали, что это бывший комбриг. Поедет также, ну, чтобы не так выглядело все... Чтобы все выглядело не так плохо, поедет министр иностранных дел Сибига, да, Андрей Сибига, который похож на Сивоху. Ну, вы знаете, он, видно, не обладает особой субъектностью, понятно, что это как бы, ну, еще один такой Кент Ермака поедет, не самый явно смышленый и не самый инициативный. Ну и в завершении этой музыкальной группы поедет еще министр обороны Украины Рустем Умеров с ними. Ну, то есть, вот, 2 человека едут, по сути, военных, да, министр обороны Украины и вот этот Павло Полиса. Ну и вот, и Андрей Ермак, как дипломат. Ну, давайте вспомним, а как выглядела та переговорная группа, которая представляла наши интересы в Стамбуле, когда были переговоры с российской стороной, да, в начале войны.
Правильно люди обратили внимание, что в ней был ключевой такой фигурой, ну, кроме старого министра обороны Резникова, ключевой такой фигурой был, ну, довольно смешно они там, кстати, помните, вот недавно опять попадалась та гифка, где они не могут там пожать друг другу руки хрест-нахрест. Да, был Подоляк, помните? Подоляка нет в этот раз, жалко, это было бы сильно. Ну, в смысле, советник офиса президента Михайло Подоляк. Подоляка нет, был, возглавлял группу тогда спикер Верховной, не спикер, глава фракции «Слуга народа» в парламенте Давид Арахамия, известный вам как Давид Браун, ну, такой близкий, ну, на тот момент, по всей видимости, очень близкий, очень важный человек вообще в структуре этой политической силы «Слуга народа». Ну вот упорно ходят слухи в писсуарах, ну тоже, здесь, наверное, тот же феномен может вполне иметь место, тот же феномен, который я описывал и про медиа, да, ангажированные как-то против Трампа, которые пытаются создать конфликт, где его, наверное, нет, да, или преувеличить как-то его. Так и здесь, да, у многих этих медиа может быть интересно. Они писали о том, что Давид Арахамия давно там и упорно где-то борется там по линии назначений в исполнительной власти, то есть он где-то уже давно довольно находится в противостоянии с главой офиса президента Андреем Борисовичем Ермаком, да, и главное, что он не сходится в видении того, нужно ли продолжать войну или нет, да, то есть не сходится вот в видении вот этих противоречий, то есть нужно ли гнуть дальше свою линию или, ну, можно догнуться до отказа полного, ну, в общем, вот. Наверное, это повлияло на то, что его здесь нет. А может, опять-таки, не подходит по статусу, но при этом, конечно, насколько подходит по статусу министра обороны, хороший вопрос. Ну, в общем, тоже это такая мысль, которая заставляет задуматься. Ну и в целом, если сравнить, какие могут быть позиции, да, как могут вообще выглядеть переговоры, где вот собираются, ну, лучшие из лучших дедушки, американские дипломаты, которые повидали уже не одну такую разную историю, ну вот прямо самая-самая сила, самое вострие, да, американской дипломатии. И с нашей стороны туда поедет новый министр иностранных дел, о котором мы мало чего знаем, и он мало где отсвечивает. Явно талантом он большим не обладает. Единственное, что мы о нем знаем, две вещи, что он Кент Ермака, да, лояльная ему фигура, и то, что он плохо знает английский язык. Он типа два качества, по которым мы вообще что-то о нем можем судить. И поедет, ну, человек, который, безусловно, подчинил себе всю политику украинской державы, все, что есть чиновничье, подчинил себе, наверное. Андрей Борисович Ермак, который еще, помните, продюсировал фильм «Месть боксера», или, ну, как-то так, хуёвый фильм про боксеров, был, ну, ради корочки, конечно, был помощником депутата от регионов Эльбруса Тадеева, занимался какой-то там хуйней, связанной с ларьками. Ну, я не знаю, то есть, если там реально будут какие-то переговоры, интересно узнать, насколько вот эти скиллы нашей команды могут противопоставиться скиллам американской команды. Да, еще про Полису нужно сказать, что он какое-то время проходил какое-то дообучение по военной линии в Америке. Возможно, это типа аргумент, почему он туда попал, в эту команду. Вот. Ну, в общем, друзья, вот такое дело. На самом деле я не выписал 100-500 комментариев американских чиновников на тему того, что там будет на этих переговорах обсуждаться. Ну, я не посчитал нужным, потому что, ну, ничего не изменилось с того момента, как был вот этот, ну, скандал, не скандал, унижение президента Украины Зеленского, да, в Белом доме. С того момента ничего не изменилось. Очевидно, американская сторона заинтересована Украину подчинить свои линии, натиска она в этом не сбавляет, и очевидно, что завтрашние переговоры, они будут об этом, да, не о том, сможет ли Украина, ну, это опять-таки моя точка зрения, не о том, сможет ли Украина протолкнуть, на что опять, по всей видимости, надеется в офисе президента, не о том, сможет ли Украина протолкнуть свою адженду, сможет ли Украина кого-то переубедить. Нет, переговоры будут о том, смогут ли Украину подчинить, да, американцы все, смогут ли они ее уломать на свое видение завершения войны, да, что, наверное, нельзя будет назвать победой Украины в том виде, в котором пан президент Зеленский видит победу Украины. Другой разговор, что он, наверное, только видит победу Украины, при этом вряд ли у него есть реальные инструменты ее достичь, вряд ли они вообще физически есть, да. Вряд ли они вообще физически есть, и в этом разрезе очень, наверное, иллюстративно к этому выступают слова Дональда Трампа, да, которые довольно завирусились. Там он раздавал какие-то короткие комментарии Fox News, да, и журналист Fox News переадресовал ему такой вопрос, да, в общем,
президент Польши Дуда, да, сказал, что он, анализируя опыт последних 3 лет войны, да, говорит о том, что без американской помощи Украина не выживет, вероятно, да, говорит Анджей Дуда. И вот журналист переадресовывает этот вопрос Дональду Трампу, говорит, ну, а что будет, если военная помощь закончится Украине? Украина же может не выжить, да, и на что Дональд Трамп говорит, но она может не выжить в любом случае, да, то есть, в принципе, и с помощью американской победы, наверное, ждать уже не приходится. И в этом мой поинт есть, да. Ну, тут, конечно, вопрос того, насколько мне достаточно скиллов каких-то, да, чтобы это оценить. Но мне кажется, что момент упущен был, да, где-то он был в первый год войны. Момент это и вопрос наших ресурсов, социальных, политических, мобилизационных, военных, ну, в общем, различных, да. И главный вопрос, тоже недооцененный, часто оказывающийся за бортом восприятия, вопрос, опять-таки, управляемости конфликта для российского государства. Сейчас они к нему нихуево адаптировались, они уже знают, чего ожидать. Момент, который, скажем так, был опасен для них кризисами, он давно миновал. Вот. В общем, это важные мысли для понимания. Так вот, я не выписывал эти все 100-500 комментариев, потому что и так понятно, их позиция не изменилась, она просто словами этих чиновников подтверждается. Стив Уитков, да, вот этот уполномоченный по Ближнему Востоку, который будет участвовать, да, со стороны Америки в переговорной группе, он сказал в каком-то комментарии, или это была какая-то утечка, я уже запутался, но, в общем, суть в том, уверен, что это недалеко от правды и подтверждает мою мысль, что, типа, основная проблема не в сделке в смысле по редкоземельным металлам Украине, навязать Украине долг в 350 биллионов долларов, да, это просто одна из ступеней, да, скажем так, которая будет доказывать покладистость Украины в этом вопросе. Ну и приятный внутриполитический бонус для Дональда Трампа. Но это не основная проблема, скажем так. Основная проблема это, конечно, расхождение интересов, да, противоречия в интересах двух здесь сторон, да, Украины и США. То есть у Украины одно видение украинского керівництва того, как нужно двигаться дальше, у США другое. И это основной вопрос будет того, что завтра будут обсуждать. Даже не вопрос того, как удружить эти два взгляда или что такое. Нет, вопрос будет в том, даже не знаю, не то, что убедить Украину свои противоречия отставить в сторону и принять видение американцев, а, наверное, даже не убедить, а просто услышать ответ, да или нет. И после этого уже продолжать наращивать давление, вероятно, на Украину. Вот. Ну вот, пару слов стоит сказать, это комментарии сейчас я суммировал, да, позицию США. Ну, понятно, переломить взгляд Украины на будущее и навязать свой взгляд на будущее, да. Мы не даем сейчас этому оценок, просто что будет завтра. Какое, скажем так, по каким косвенным признакам можно выстроить, что будет предлагать Украина, да. Я прочел перед стримом телеграм-канал Зеленский, да, ну, президента Зеленского официальный. И там в каждом через пост я прочел упоминание того, что неплохо было бы интегрировать вот ту идею, которую, видимо, поддерживает, ну, невидимо, а очевидно, поддерживает Европейский Союз, ее предложил Макрон, так называемого постепенного прекращения огня. Постепенное оно в том смысле, что Украина хочет предложить, очевидно, завтра этой делегации от Соединенных Штатов, предложить Америке такую концепцию, которую уже озвучивал Макрон, что нужно взаимно прекратить удары с воздуха и, скажем так, войну в воздухе и на воде, то есть удары с воздуха и какую-то атаку на воде, да. Ну, вода тут, видимо, не самая значительная, хотя не знаю, может, Украина хочет как-то в большей мере возобновить там вопрос своего судоходства, да, торговли и так далее в Черном море. Вот куда более интересно вопрос в воздухе, да. Ну, понятно, что это выгодно, ну, на мой взгляд, это очевидно. Вот я спорил с этим Тейсом, Олег Кашин говорит, что вот, Макрон предложил эту идею именно тогда, когда у Украины максимальные там какие-то начались успехи, атаки российской нефтеперерабатывающих каких-то мощностей, болезненные для России. Ну, я с ним, наверное, не согласен. Нефтеперерабатывающие мощности, это больно, конечно, но я думаю, они к этому способны приспособиться через какое-то время. Но самое важное, что эти атаки на нефтеперерабатывающие заводы, они, наверное, ну, не оказывают, мне кажется, какого-то существенного эффекта именно на положение на поле боя.
в отличие от российской авиации, да, которая бесконечно забрасывает Украину кабами дешевыми, да, в производстве и легкими. И будет забрасывать, и мне кажется, темпы в этом будет наращивать, да, и очевидно, что в перспективе высыхания украинского ПВО, да, в случае остановки поддержки США, продолжения, да, продолжения остановки поддержки, очевидно, что, ну, и, наверное, и какой-то дальность действия этого вида варварского вооружения, она вырастет, да, то есть, мне кажется, не так далек день, когда кабами они будут бросаться уже по Киеву, вот. Россия обладает баллистическими ракетами, Россия обладает крылатыми ракетами, Россия кожен день долбит нас дронами. То есть очевидно, что это, ну, нам очень выгодно, России невыгодно совсем. Вот, ну, про воду тут нечего особо сказать. И при этом, да, естественно, все это, ну, то есть это может не очевидно, но вот это и не больше. При этом война на суше останавливаться не должна. Очевидно, что, ну, как мне кажется, во-первых, никто, наверное, не будет особо завтра вслушиваться в аргументы Украины вообще, да, собираются не для этого. Но даже если предположить, что это так, очевидно, что американская сторона, наверное, на это не согласится, потому что они понимают, что на это не согласится Москва ни при каких условиях, да. И также они понимают, что на Москву они повлиять не смогут. На Москву они повлиять не смогут для того, чтобы она согласилась. А вот на Украину еще повлиять можно. Да, к тому же не до конца понятно, как двигаться дальше после вот этой идеи, да, то есть она позволит Украине сохранить какие-то более выгодные позиции на фронте, то есть не до конца понятна стратегическая задумка вот такого, скажем так, фрагментарного перемирия только в воздухе и на воде. Или надежда, что потом оно как бы само отменится по окончанию 6-месячного срока. Ну, в общем, вот так. И суммируя это все, это, ну, наводит, конечно, на какие-то очень печальные мысли. То есть, если стратегия не изменилась, что будто бы вероятно, да, хотя сама американская сторона делится какими-то позитивными сигналами. Трамп где-то говорил на борту, по-моему, Air Force One, что мы там уже в шаге от разморозки Украине разведки. Но опять-таки, ему пиздеть это что дышать, да, в принципе, он все время говорит какие-то вещи, ну, где-то около того, рядом, но не точно, никогда не точно, да. То есть это, наверное, не стоит использовать за какое-то реальное доказательство чего-то, слова Трампа и так далее. Но они все говорят о позитивных сигналах, ну, то есть не рубят мосты, понятно, их тактика, в смысле кнута, пряника, они то говорят хорошее, то говорят совсем плохое. Понятно, что они Украину подталкивают, но не хотят, пока что, пока есть возможность, не хотят обрубать совсем с ней связи и переключиться исключительно на негативную риторику. Вот. Но кроме вот этих позитивных сигналов, больше, блядь, позитивных сигналов нет. Есть страх, что реально в Киеве не переключились абсолютно с той стратегии, с которой они ехали в Вашингтон, в смысле попытаться кого-то в чем-то убедить. И что, ну, встреча может закончиться плохо. Завтра. Плохо. Вот. Я вообще не рассказывал, у меня на самом деле есть целых 2 саперных лопатки. Одна, короче, бундесфера, такая прямо складная, разборная, у нее эбонитовая ручка в чехле таком. Ну и есть вторая советская, дедовская, еще прям РКК, в таком вот этом чехле, с деревянной ручкой такой, не складной нихуя, тяжелая. Ну вы поняли, в чехле из брезента таком. Так что я, в принципе, готов к такому исходу. Ну, в общем, вот так. На каком фоне это все, да, происходит в целом? Ну, кроме вот этого интервью Фоксу с трезвой мыслью, да, что выживание вещь размытая. Впал Хрест, кстати, да, вот, эту новость я, ну, видел людей дотепни, типа, остроумные комментарии, что там сейчас веруны опять там начнут, но все-таки, да, на одном из куполов Лавры впал Хрест. И это, ну, думаю, многих, да, кто следил за новостным каким-то потоком еще до войны, да, думаю, многих это вернуло во времени в начало войны, да, перед началом войны на Софии Киевской упал Хрест, и многие люди тогда, кто-то из них уже даже погиб на этой войне, написали, что это не к добру вообще, и действительно оказалось не к добру. И вот кто скажет, что, блядь, вот это сейчас ничего не значит? Посмотрим.
Типа ждать не так долго осталось, всего лишь до завтра. Хорошо. Да, ну еще я, может, маленькую деталь забыл. Много типа каких-то, не знаю, спекуляций на тему того, встретится ли американская там делегация еще и с российской делегацией. CNN, да, вроде как источник этой информации говорит, что такая встреча планируется. При этом Министерство иностранных дел Российской Федерации и пресс-секретарь Путина Песков говорят, что такая встреча не планируется. Не знаю, насколько это важно, но эту деталь нельзя, наверное, упустить. Вот, ну хорошо. Так, что еще было? Ну, такие новости, по которым у меня особо комментариев нет. Вот у меня, может, было что-то по той, но, ну, по вот тому блоку, да, ожидание завтра что-то сказать. Но вот я как-то много планировал, потом понял, что я не хочу говорить абсолютно, потому что, ну, ничего, кроме плохих каких-то и очень плохих мыслей, да, что там уже к августу, условно говоря, ну, август, как всегда, будет ужасным, типа, инфернальным. Ничего кроме этого в голову не приходит. Ну, что-то не разделяю оптимизма многих людей, что типа завтра будет какой-то позитивный сдвиг. Ну, не знаю, как-то меня вот вся совокупность этих деталей, которые я вам озвучил, она вообще, не знаю, не располагает. Особенно вот больше всего не располагает, скажем так, позитивным мыслям. Это, конечно, риторика президента Зеленского с его постепенным перемирием на 6 месяцев восстановить вот это, там, воздух, вода, огонь, вот это, конечно, это наталкивает на печальные мысли, да. Понятно, что Андрей Борисович Ермак будет отражать эту линию. И опять-таки, понимая силу вот этого нашей команды, думаю, что, ну, переубедить точно не выйдет. Точно не выйдет. Не знаю даже, захотят ли слушать. Ну, в общем, да. Так вот, из таких новостей, по которым уже особо нечего сказать, это то, что министр Польши, ну так у меня сформулировано, да, министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, маленький человек, small man, вроде так было написано. Это все дискуссия на тему отключения старлинков. Ну, меня сегодня уже в чате спрашивали, я думаю, старлинками нас будут шантажировать однозначно. Веры этим людям нет, ну, я никогда Маска рептилоида не любил, хотя сейчас его ненавидят, и можно было бы, казалось, любить из-за этого, но я никогда, типа, не разделял какой-то вот той любви, которая к нему была, как там, к изобретателю, летателю в космос. Ну, рептилоид он, да и все. Да, и словам бы я его не верил в этом смысле. Я думаю, что у рептилоидов другое отношение к правде, не такое, как у нас. Э, То да, из чего начался спор, что там все спорят на тему отключения, не отключения Старлинка. Илон Маск говорит, что это все наклеп, Старлинки я отключать в принципе не планирую, потому что если я их отключу, то Украине пизда. Но опять-таки, если они начнут быть заинтересованы в том, чтобы в Украине была пизда, они их, конечно, отключат, мне кажется, очевидно. Но другой вопрос, что они безальтернативны, наверное, и непонятно до конца, где средства искать на, скажем так, альтернативу этому. Но тоже у России же нет Старлинков, а как-то воюют. Думаю, сейчас в Киеве как-то так стратеги размышляют, вот. Да, ну, и туда вмешался ни с того ни с сего зачем-то. Ну, видимо, решил хайпануть, что ли. Министр иностранных дел Радослав Сикорский в Твиттере и написал, что а вы знаете, что вы там, блядь, не выдумайте, на самом деле Польша оплачивает, это типа не ваш же с доброй воли, Польша оплачивает Старлинки для Украины. Ну, Илон Маск сказал, может, ты там заткнись, маленький. Я люблю, блядь, такие истории пересказывать. Заткнись, ты там маленький человек, нихуя вы там малую часть оплачиваете. Короче, ничего, тот факт, что там старлинки мои и все. Интересно из этого всего то, что э, министр иностранных дел, да, уже сегодня упомянутый США, госсекретарь Марко Рубио тоже туда встрял и сказал, что, ну, да, совершенная правда, по фактам реально маленький человек и вообще старлинки не оплачиваешь. Да, следующая новость из такой же разряда юмористических, это, конечно, на Венса напали украинские митингари. Тоже сегодня уже в чате спрашивали, но тут вывода только два. Первое, что, типа, нация беженец плохо, и мы об этом много говорили, это определенный теперь статус нашего народа за границей, и это не может быть хорошо, потому что беженцев никто не любит на самом деле. Ну, в смысле, вот на бытовом уровне. Как бы то ни казалось на первых порах. А второе, что тоже, наверное, хорошо, скажем так, окресле отношения вот какое-то, ну, может, более такое уже на межличностном уровне, отношения вот конкретно вице-президента к Украине и украинцам, да, потому что он решил, что эту новость не просто там, ну, пропустить, не заметить, а он именно решил ее вынести в паблик, показать, какие, типа, там, скакуасы хуёвые и все такое. Что тоже о многом говорит, хотя как раз он один из, типа, последовательных
скажем так, последовательных борцов с таким проукраинским нарративом в американской политике еще до того, как стал вице-президентом. Ну вот. Следующая новость, она особенно юмористическая вообще того, что глава разведки Германии Бруно, ну, я говорю, Бруно Каль. Ну, если бы был просто Бруно, было бы тоже пиздато. Ну, в общем, глава немецкой разведки Бруно, да, он сказал, что лучше бы еще 5 лет повоевать в Украине. Вот. Ну, что-то решил такую правду резко резануть. Думает, ну, сильно в Украине сейчас хорошо. Говорит, что ну было бы неплохо им еще 5 лет повоевать, ну тогда понятно, у нас будет 5 лет условно беспроблемных, без угрозы какой-то российской агрессии. Ну, мысль понятная, логичная, я уверен, что ну, многие ее рассматривают, многие ее понимают. Особенно, думаю, ее хорошо понимают ближайшие соседи России, там такие как Грузия, такие там как Казахстан какой-нибудь, такие там, ну хотя бы, ну и точно все ее соседи, да, что, ну, в целом однозначно можно сказать, что пока Россия, скажем так, куда-то свою военную мощь проецирует в Украину, пока она здесь скована и связана, то, ну, нам, ну, точно ничего именно в этот момент не угрожает. Другой вопрос, что есть какие-то еще там, может, менее заметные тонкости, что там армия и ее офицерский состав набирается какого-то опыта, да, и так далее. Но факт, что, конечно, пока они здесь скованы, то им ничего не угрожает. Ну, такие слова циничные, наверное, для разведки, для Бруно, может, ничего особенного, но очень серьезную волну они вызвали в украинской политике, да, людей, которые до этого уже, ну, поняли, куда дует ветер и пытаются занять вот эту сторону, ну, скажем так, трамповскую, да, внутри Украины, выступить как-то на перерез курсу президента Зеленского на какой-то полный разъебос. То в этом смысле Гончаренко, который, ну вот с того момента, как ввели санкции на Петра Порошенко, он решил не ждать смерти, а ее приближать для себя, да, или политическую, или реальную, то он давно последовательно стал воевать с офисом президента еще с того выступления, это было прямо в день, когда на Петра Алексеевича ввели санкции. Ну, возможно, именно зная, типа, что сейчас наши курсы с США разойдутся, и Петр Алексеевич Порошенко может неожиданно всплыть со своими медийными активами. То есть не знаю, что здесь. Вероятно, это связанные вещи, скажем так. Но, тем не менее, в тот же день, еще до оглашения введения санкций, вечером, вот начиная с того выступления Гончаренко в Раде, где он сказал, что за Чучхе в Украине формируется КНДР, ТЦК, МЦК, ну, короче, да, повторил все такие нарративы Горловского компьютерного клуба. С того момента он последовательно воюет уже с президентом, его линией вот этой внешнеполитической, и здесь не упустил момент тоже. И не упустил он моменты с вот этими митингарями, с Дивенсом, сказал, что так не надо делать, что же вы делаете, уймитесь. Ну, действительно, пользы никакой нет, и я всегда говорил об этом, что там, что когда с Польшей были какие-то проблемы, что когда первый раз не могли договориться о финансировании Украины, да, в американском парламенте, что выходить где-то митинговать, это очень тупая идея, реально. Ничего, кроме как снижения терпимости к украинцам в тех странах добиться не выйдет. Вот. Ну да, вот он что-то такое пишет и пишет, что вот видите, какие лицемерные эти европейцы. Помните, как то видео про 2 учительниц в России? Какая же ты лицемерная, что-то там Лидия какая-то, ну как обычно учителей зовут. Да, вот так же, типа, какие лицемеры хотят воевать 100 лет, но мы не дадим, мы примем меры. Ну, понятно, что их меры ограниченные, но, скажем так, такие стремительные события, несвойственные для нашего парламента, говорят вообще о многом, наверное, о том, что ситуация сейчас реально очень подвешенная для Украины. Хорошо. И реально момент, как-то вот наш парламент, наверное, выступает хорошим индикатором касательно вот этого термина «переломный момент». Ну, то есть наш парламент так себя никогда не вел, как сейчас. Это тоже о многом говорит. Ну и Юля, не та Юля, которая на The Gaze работает, наша подруга, а Юля Тимошенко тоже начала отсвечивать с этим же, что тоже посмотрите, какие там лицемерные, кровожадные сидят, хотят руками украинцев там воевать. И, ну, в общем, такую правду в целом говорит. Хотя я, может быть, так не огрублял и не упрощал, но в целом же недалеко от истины, учитывая, что ничего альтернативного они-то сами предложить, кроме вот этого, не могут, да. Ну, тут без этого просто, что, в общем, Юлия Тимошенко. И вот вынул ее явно из этого анабиоза вот эта статья в Политико, что типа пора, значит, потому что, ну, уже все, уже и так очень плохо, что ее там вспомнили.
А также думаю, что, конечно, упоминание ее там, кроме того, что как-то, думаю, добавило ей проблем, еще и добавило ей, наверное, какого-то, может, кратковременного иммунитета, потому что раз ее там вспомнили, то теперь, если с ней что-то сделать, например, ввести на нее санкции, думаю, есть за что определенно. У нее длинная политическая карьера, если пожирнее, мне кажется, думаю, там список можно накатать пожирнее, чем на Петра Алексеевича Порошенко. Если ввести сейчас на нее санкции, то, наверное, проблем вообще не оберешься, бо понятно, как это будет растрактовано односторонне, как какое-то политическое преследование. Ну все, друзья, новости закончились. Наверное, недостаточно я раскрыл, но не хочу просто сильно делиться, блядь, своим пессимизмом. Но вот не разделяю, блядь, оптимизм. Чей? Ну, говорят, статья, по-моему, Блумберга, да, начинается, что в Киеве много оптимизма, да, есть оптимисты. Не разделяю я оптимизм этих оптимистов, скажем так. К тому же наша власть, она никогда особо ничем хорошим не выделялась в таких тонкостях. Они не выделялись. Они умеют удивить или не удивить. Вот. Не разделяю оптимизма, просто вот, да, что хотел сказать, что обычно вы знаете эту всегда конструкцию про мозгом и сердцем, да, и губами. Мозгом и сердцем. То есть, что мозгом, например, я вот думал, что Дональд Трамп победит, но сердцу казалось, что победит Камала Харрис. Ну и таких я вам там массу приводил примеров. Вот сейчас кажется, что мозгом завтра нам надо принять картину видения конца войны, которую продвигает Америка. Мозгом, потому что, ну, дальше только ад нахуй. Вот. Но сердце подсказывает, что знай наших. Сердце подсказывает, что завтра можно спокойно ожидать там наш ответ Чемберлену. Спокойно. Спокойно вполне. Особенно и учитывая команду, и учитывая то, что говорит все эти дни президент Зеленский. Ну, в общем, вот так, друзья. Читаю чат сначала на Твиче, потом на Ютубе. Потом с позором отключаю данную трансляцию. Да, блины с лопати, блини з саперної лопатки. Вот. Якщо завтра наші продемонструють американцям нашу незламність, то вирогідніше, що Трамп нас кине остаточно, чи спробує скинути Бонефтіка і поставити когось лояльного. Ну, эти вещи связаны. Они его, если захотят скинуть, то какие инструменты есть, да, скинуть президента другой страны. Они просто попытаются добиться худшего какого-то положения Украины, и последствия социальные и политические, они не заставят себя долго ждать, да, понятно, что там проблемы на фронте. Это сейчас, ну, это так смешно, люди об этом пишут, у президента Зеленского вырос рейтинг. Да он сейчас у него вырос, а вот завтра или послезавтра, там, да, когда придется говорить об оставлении Курской области, когда придется говорить о потерях, возможно, вообще крупных городов, возможно, крупнейших городов Украины, это сильно повлияет на рейтинг. Я, в общем, к чему, что я бы не смотрел так близоруко, в смысле, на то, что от разрыва отношений с США, от жесткого отстаивания своей позиции, да, ну, я не знаю, как выразиться, против Америки, да, против вот этой американской воли, что это какой-то политический, социологический сумасшедший успех для Зеленского. Это не так. Просто, ну, не сразу наступят последствия, но к августу уже будут налицо. Я думал, название в честь того ТЦКшника, ТЦКшника, который с Сигой, который хотел телом Теслу остановить. Я видел, интересно, кстати, что, видите, все равны пред Богом. Теслы они тоже останавливают. Yearly time. Не, ну, может, я приукрасил, но мне кажется, что, ну, может, не переломный, не решающий, но из всех остальных, которые называли решающим, этот, наверное, самый важный, мне кажется. Мне кажется, Келлог и сам мог быть не против слиться. Он за несколько дней до концерта Зе в овальной комнате говорил, что Украина лучший союзник за много лет. Понятно? Потом он словил кринж, и репутация пошатнулась. Мне кажется, их репутация сильно пошатнется, если у них все не выгорит, и Украина просто типа сгорит в горниле войны. Вот тогда репутация пошатнется нормально, я думаю. Ну, я не знаю, им там стоит сильно за репутацию переживать. По какой причине? Менеджмент Украины, по твоему мнению, не нанимает граждан Украины, проживших на Западе и также владеющих нужным языком на подобные съезды, переговоры, не доверяют. Доверяют ближайшим. Блять, мне, к примеру, проживающему в Швеции так стыдно за владение шведским английским языком посла Украины, что просто пиздец. Ну, потому что по лояльности выбирают, а не по качествам. Ну, и такая вообще проблема с языками, она, ну, это такая известная болезнь
вообще украинской державной службы, да, украинских чиновников. Вот у меня знакомый работал в одном в одном центральном органе исполнительной власти и говорил, что там был один человек, хотя по должностям, по требованиям конкурсным, там очень много было должностей, где обязательное было владение английским языком, подтвержденное сертификатом. Но был один-единственный человек на весь этот орган, который нормально владел английским языком, да, типа так, что это можно было использовать в работе, и на него там сильно его ценили. Як так вийшло, на переговорах Україну буде представляти тільки дві людини, ще одна буде представляти інтереси РФ, ще одна буде представляти інтереси кримських татар, і три рела будуть за США, Україна в меншинстві виходить нечестно. А еще же языка не знаем, да? Да, но тут просто дело не в том, насколько это удачная концепция, да, типа, а то, что она, наверное, неприемлема для американской стороны как минимум, да, по уже той линии, что они понимают, что на это не согласится РФ, а на РФ они надавить не могут. Ну, наверное, в той мере, на которой на Украину, да, Украина полностью залежна від них. То есть в этом смысле довольно пророчески, да, было сказано мною, да, что надавить-то надавить, но, конечно, на Украину для них надавить значительно легче, и это путь наименьшего сопротивления решает здесь. Я не понимаю, а как ты видишь худший сценарий, условно, что Америка скажет РФ, нам похуй, бомбите эту страну в пизду, зачем для этого вообще где-то собираться с нашей стороной? Не, ну собираются не для этого. Собираются для того, чтобы, ну как они это оглашают, чтобы Украина выразила готовность к миру. Украина выразила готовность на американский договорняк, который подразумевает там какие-то глобальные перезагрузки с РФ, там какие-то космолеты, но не подразумевает победу Украины, которую хочет, очевидно, президент Зеленский, да, и ищет пути, как ее выбрать. Ну вот. А худший сценарий, ну не знаю, тут сложно сказать. Ну, наверное, такой продолжение или, может, еще большее завинчивание. Ну, то есть новости разные ходят, но мне кажется, может, спекулятивные, да, то есть там про то, что они не будут обслуживать больше самолеты F-16, что они там какой-то рэб отключили, да, контейнер рэба для этого F-16, ну, что-то там такое. Не знаю, насколько им можно верить, ну, то есть подтверждения такому нет. Но вот это представить, что продолжится остановка поддержки, да, нашей военной, а это значит ни снарядов, ни ракет для ПВО, ни новых комплексов ПВО, ни разведки, ни обслуживания того, что есть, а понятно, там пушки, все это износ и так далее. Ну и потом, ну как бы очень-очень плохие последствия, да. Не хочу их описывать, ну плохие последствия, да. А может нет. В Киеве люди умные сидят, правильно? Они уже 3 года, ну не скажешь давно, да, но уже 3 года борются, в смысле, на дипломатическом поприще. Может, они что-то знают. Может, они уверены, что этого не случится, да, и можно настаивать на своем. Это я не понимаю, дурак. Может же такое быть, правильно? Мы этого варіанта не отбрасываем. Потапна ще казав, що в Росії нема карт на мирних переговорах. Да хуй знає, що він там казав. І нема карт, і у нас нема карт. Карты є только у него. Еще он говорил, что, блядь, если они не повинуются, то мы свернем удочки и уйдем. Он много чего говорил, сложно понять, что они реально думают, но, скажем так, можно догадываться по косвенным признакам. Да, еще и тут вопрос в том, что, ну, кроме этого всего, все-таки не забываем про эту сделку действительно по минералам, что они все продолжают, ну, по крайней мере, Дональд Трамп публично настаивает на том, что Украина должна компенсировать 300 с хуем там каких-то ебанутых миллиардов, которые мы не получили. И даже если мы получили какие-то деньги, мы не получали их на том условии, что мы их должны вернуть. Но это, блядь, чистой воды грабеж. Какие он там несет преимущества, непонятно, но вот типа в этой формулировке, что мы что-то должны, это, конечно, полный, блядь, грабеж. Грабеж уровня Коломойського такого, типа, где он по телефону звонит. Що робити з нацією біженців у 8,5 мільйонів людей? Як їх повертати додому? Назви декілька ідей. Ну, по-перше, потрібно якось, якнайшвидше закінчити війну, бо війна – це основна проблема, основний каталізатор усього поганого. І кожен її день наносить необратимого ущерба Україні. Это первое. То есть основное, без этого говорить бессмысленно. А в будущем, ну, нужно как-то потом добиться для людей здесь хоть чего-то более привлекательного, чем там, где они остались. Я не знаю, как этого сделать. Но сейчас, для начала, можно было бы попытаться перестать отталкивать тех людей, запрещать им получать документы, там, пугать их чем-то, называть их съебиками. Ну, президент там говорит,
Ну, он не говорит съебики, да, но раньше он постоянно, сейчас-то уже дело к выборам, уже чуть пришлось подскрутить, блядь, немного потужности. Но до этого как он говорил, что вот, есть люди, которые на экономичном фронте, есть люди, которые на хуичном фронте, а есть люди, которые даже уехали, если такие люди. Ну, то есть вот это лишнее, ты их никак не вернешь этим. Ну, это такая глупость, просто детская обида. Ты их этим никак не вернешь. Да, они там плохие, какие угодно, но поумнее, конечно, нас будут, меня, например, очевидно. Но такой риторикой ничего, кроме негативных последствий, добиться нельзя в этом вопросе. Это полная глупость. Ну и с такими долбоебами, ну, шансов на возвращение этих людей нет. Они им помогают там, они их мотивируют там остаться. Не давая им документы, постоянно их там как-то прохуесосивая, постоянно чем-то угрожая им. Но это полная глупость. То есть они не то что вернутся, они уменьшают тот процент людей, который мог бы, может быть, по какой-то глупости вернуться назад. Очень хуевая идея. Просто, ну, не знаю, в чем там плюсы. Кроме того, что эмоции можно излить. Многие люди выстраивали такие теории, ну, на мой взгляд, конспирологические, что это помогает президенту как-то на внутреннюю кухню рейтинг растить, что типа вот там обхуесосил съебиков и типа внутри бидло аплодирует очень радостно. Я не знаю, насколько это так работало, насколько там от этого был какой-то эффект, но это, блядь, такой популизм просто в урон абсолютно национальным интересам, за которые сейчас они так разусираются. Будет ли очередная большая война в Европе или ядерный апокалипсис? Возможно, на самом деле, ты знаешь, видишь, как события развиваются непредсказуемо, очень может быть. Я вчера так смеялся с Венсфейсов, давно я так не смеялся, да. Повезло ему, что это в начале его, типа, срока, а не в конце. Ну, я вон залил один мем с Венсом, который мне показался смешным, но я его осуждаю. Смешным. Но люди там, ну, кто-то написал мне, что это неправильно присоединяться к этому, к этой шакалей стае. Наверное, он прав на самом деле, конечно. Как думаешь, какой реальный рейтинг у Зеленского по ощущениям, если будут выборы, и он победит без внешнего вмешательства? Ну, я так не думаю, это, мне кажется, очень непредсказуемо. Реальный рейтинг у него да такой, который рисует ему пан Паниотто в Киевском институте социологии, да. Я не думаю, несмотря на весь дебилизм этого института и результативную часть, да, там, где они пишут, что вот так украинцы доказали, что они самая незламная нация в свете, ну, типа, и что такое, да, что о чем писал, по-моему, Financial Times, да, что нельзя доверять, конечно, потому что, ну, вид производит заангажированный. Несмотря на это все, я думаю, что эти цифры честные, но просто это цифры сегодня, там, да, там, прошлый месяц, этот месяц. Выборы не сейчас, они потом будут, и неизвестно, как мы тогда будем выглядеть, что скажут оппоненты президента. Ну, представьте, если все выйдут и как Гончаренко начнут чесать, что, о, блядь, чужие интересы, там пока европейцы сидят, мы тут, ну и ну, на вот такой риторике они полностью разложат страну и, конечно, сильно пошатнут, мне кажется, популярность президента. Кроме того, что еще и ну, если так продолжатся наши отношения с США, то последствия тяжелые для жизни украинцев, да, они очень резко начнут ощущаться. И вот. И, конечно же, политические оппоненты, ну, в случае обострения политической борьбы, они это уже сейчас некоторые говорят, но потом начнут говорить громче и чаще. Скажут, что в этом виноват президент Зеленский, что он по причине он, да, мы лишились ключевого союзника. Ну, я это так вижу, и мне кажется, что ну, непредсказуемо, как там будут выборы выглядеть. Просто выборы нельзя провести прямо завтра, как бы там ни было. По-моему, многие на постсовке воспринимают ЕС, я не знаю, кто эти многие просто, да, воспринимают ЕС как эдакий аналог Штатов, как единую страну, но это же нихуя не так. Ну да, я об этом говорил, но я думаю, люди воспринимают так, как им говорят. Каждый год мы с друзьями перезагружаем отношения з РФ, пишуть в чаті. Так у президента не так багато шляхів для реалізації своїх хотілок, як ти казав, під час пройобано, ну... Я не знаю, я же не он, и может он видит какие-то выходы. Тоже не хочу быть категоричным. Не хочу быть категоричным. Опять-таки, просто я не говорю, что хорошо развилось, что плохо, не даю ничему оценок, но эта ситуация похожа на ситуацию начала войны, да. В том смысле, что я думаю, многие президенту Зеленскому скажут, что ситуация безальтернативна, да. То есть даже если в краткосрочный промежуток времени удастся что-то добиться, да, просто этот каракурт не выпустит уже вас, да, то есть я думаю, многие призывали его реально сдаваться в личных беседах, но он не сдался, да. Я не даю оценок, я уже сказал, там, успешно это ли или не успешно, какой был выбор там лучше, какой гуманнее и так далее. Просто говорю о том, что ситуация, наверное, в этом смысле похожа. Может быть, да? Ну, может, мне так кажется. Может быть, похожа. И в этом смысле стоит, наверное, ожидать
такой же логики принятия решений, да. Украина должна уступить территорию в рамках любого мирного соглашения, заявил госсекретарь США Марко Рубио. Как сообщает Нью-Йорк Таймс, он сделал это заявление в самолете в пути в Саудовскую Аравию. Да наверняка, ну понятно, что те территории, которые оккупированы, ну я не представляю, как их вернуть, да, в том числе и Крым, например. Ну, не знаю, такая реальность тяжелая, да. Просто другой вопрос, что это, наверное, не будет обязывать Украину. Ну, я уже сейчас не знаю, но вряд ли есть такая сила, которая способна обязать Украину отказаться от юридических притязаний на эту территорию. Ну, то есть таких ты хуй прецедентов найдешь в истории, да, где кто-то смог бы страну убедить отказаться от какой-то территории, ну, без ее там полного разгрома. Это то, что раз надо понимать. Ну и два, именно вопрос вот этих территорий, которые россияне, российское государство уже включило там в свою конституцию, да, уже на них претендует, но мы их контролируем по сути, да, физически. Тоже думаю, что вряд ли возможно, ну, Украину нереально ни при каком раскладе заставить эти территории отдать. Вообще ни при каком. Ну и это все, типа, что я озвучу, это американцы должны понимать, да, и вряд ли они предложат такое, потому что это, ну, неприемлемо, это нет смысла предлагать. Это то же самое, как предлагать России постепенное вот это прекращение огня сначала в воздухе, потом. Читал тут про Бориса Паттона, он при советах активно топил за советскую власть, выступал яро против Сахарова, во времена Януковича активно поддерживал. Я знаю человека, который видел Паттона, да. После аннексии Крыма также стал активно осуждать РФ, короче, всегда колебался вместе с линией партии. Ну, Паттон это полубог, чтобы ты понимал, в той среде. Нан Украины, в смысле. Хз, про долг 350 миллиардов. Мне кажется, очевидно, что месседж для американцев, которые будут задавать вопросы, нахуя нам в какой-то Украине строить инфраструктуру под добычу ресурсов, еще и какой-то ебаный фонд восстановления делать. Я думаю, эта сделка нам нужнее. Да хуй его знает. Я не знаю, нужнее ли, но просто брать на себя долг, который, ну, реально юридически брать обязательства за долг, которого нет, ну, это как-то, блядь, совсем не круто. Другой вопрос, что непонятно, как избавиться от этого, но... Просто тут тоже я понимаю, да, что в чате есть так совсем, да, люди фанатики, но я не знаю, это и несправедливо, и не до конца понятны последствия, да, кто может гарантировать, что просто мы не будем потом должны за те деньги, которые никогда не получили. И выплачивать мы их будем 510 лет, как за комплект проебанной силовой брони. Ну вот вы пишете, это скорее всего для американского народа сделка. Но я не сомневаюсь, конечно, если они нас будут раззувать на 350, блядь, миллиардов, то это сделка для американского, но не для украинского народа. Он этих денег даже не получил. Есть мысли в этом году поступить на аспирантуру? Нет. Почему не поступил сразу после магии? Было лень, чи денег стоило? И то, и главное, можно теперь тыкать в людей пальцев, что они косят по аспирантуре. Тоже, да. Ну, типа, косят и параллельно говорят, воюй, воюй, Микола, типа, блядь, Макрон там наш слон, а Гончаренко, он хуесос, и Трамп хуесос, и Ванс хуесос, а вот там, да, воюй, Микола, у меня, конечно, правда, бронь по аспирантуре, извините. Как ты относишься к перспективе завоза мигрантов с Африки и Азии, дабы приостановить убыль населения? Судя по мировым трендам, эта перспектива рискует стать неотъемлемым решением. Я, честно говоря, смотрю на нее, ну, как на вообще ту, которая вряд ли реализуется, да. Не потому, что у меня есть какая-то позиция, хотя она у меня есть. Я считаю, что это печально будет. Ну, появится у нас линия уже еще и такой этнической, конфликта на этнических почвах, да, как во многих странах. То есть придется запрещать грузовики, кухонные ножи. Это да, но я просто думаю, что, ну, мигранты, они едут, они просто, многие думали, что, ну, там, да, что, типа, раньше они ехали сюда учиться, сейчас, ну, если их обмануть, и они будут думать, что это Европа, или что отсюда можно попасть в Европу, то да, так они тянутся туда, где хорошие экономики, где высокие зарплаты, они не поедут никогда сюда, где хуевые зарплаты, худшие, да, ну, то есть зачем сюда, если можно ехать в другие страны Европы, там выше зарплаты за этот труд, да, доставки еды и так далее. Вот, да, они сюда просто не поедут. Я, в общем, все, что хотел сказать. Я еще молчу о том, что, ну, раньше это, по крайней мере, я говорил, что тут проблема войны, да, и никто не поедет из страны, где война, в страну, где война. Там сириец хорошо знает, как это хуево. Да. Но если экономика вдруг переменится, вряд ли, да, и тут станут зарплаты конкурентоспособные с европейскими, может, они здесь и объявятся, но я сомневаюсь. То, мне кажется, это нереализуемо. Ты же не будешь их, блядь, тут насильно удерживать.
Блять, осуждающие мемы с Дивансом святиль секты политической корректности или в чем дело? Не, ну просто участвуешь в коллективной травле явно, типа, очевидно, с политическим умыслом, да, то есть понятно, что это там украинцы думают, что это они запустили, да, да нихуя, понятно, что оно проросло где-то в среде демократической, да, в смысле демократов, ну, как они их называют, либералов в США, да, и сюда докатилось, ну, типа, участвовать в этом не особо хотелось бы. Хотя я вот тоже, да, не удалил как раз из-за того, что ты сказал, да, что, ну, не хочу поддаться по политкорректности, да. Ты говоришь, что не представляешь, как вернуть те территории. Должна быть жесткая позиция мировых лидеров, жесткие санкции и мощь представления оружия. Нужно дать по зубам Путина за все его действия. Блять, на что я потратил время? Мне что, сука, аж органы, блядь, прихватило, понял? Внутренние органы. Это про какашку и полицейского, да? Это тоже из внутренних органов. Пиздец, чувак, ты мне должен денег за то, что я потратил время на твое сообщение, на его прочтение. Если верить той инфе про договор, что есть в доступе, то там про долг ничего нет. Да, нет, потому что это не договор, а типа рамочное общее такое соглашение. Да, наши нет, но там нет и опровержений никаких. Не, ну я согласен, было бы неплохо. Было бы большой перемогой, если бы подписали что-то, в чем бы не содержалось этой строчки реально. Мне кажется, что война в Украине заморозится, военное положение снимут, но границы не откроют. Ну, просто открытие-закрытие границ регулируется законом о военном положении, да. После этого их сложнее будет мужчин здесь удерживать. Ну, у кого нет, ну, понятно, сейчас сильно все усложнилось усложнением учета военного. У кого с ним нет проблем, для тех они автоматом должны открыться. Ну, если верить военному положению снятому, да. Слыхал про потужные новости из Румынии? Ну да, это я еще резню христиан в Сирии даже не вспомнил, да. Слыхал про потужные новости из Румынии. Мужика, выигравшего выборы, не допустили до третьего тура, потому что в какой-то декларации не было какой-то подписи. Ну да, именно так и было. Я думал, там какие-то деньги из Москвы замешаны. Меня больше в той истории радует 100-летний ветеран. Или там 101-летний ветеран, которому там тоже предъявили какое-то сотрудничество с Москвой. Ой, блядь. Ну, румынская политика, хули. Это как молдавская рулетка. Так а может, ну нафиг этих уехавших, потому что умные и способные останутся на новом месте, а вернутся те, кто не может себя найти в честном труде или с небольшим умом, ну а также пенсионеры. Ну все они, блядь, могли бы быть фрагментом нашей экономики, да, а так не будут. На переговоры нужно было отправить Юрия Бардаша. Движ несется за глаза, дипломатический движ несется за глаза, пишут в чате. Ему сказали спасибо за победу деду? А, ну, наверное, сказали. Я не знаю, за кого он воевал. Это же румынский дед, кстати. Я не уточнял. Они хотят похитить наши соки. Но мы им не дадим. Потому что мы знаем, что они охотятся за нашими соками. А соки мы наши никому не дадим. Это была официальная переговорная позиция наша в Джидде, да? Я тут послушал укор экспертов, и лишь один вопрос у меня после разрыва с Украиной есть у Штатов хоть малейший шанс выжить? Ну, шанс есть, страна большая, сильная, сильная экономика, сильная армия, сильный флот, сильные самолеты, авиация. Ну, шансы есть, скажем так, но небольшие. Притом, ну, чем дальше, тем им будет хуже. Это знаешь, как вот то рекорд американца 17-летнего, который прожил там много дней без сна. Вот так и США без Украины. Депривация будет там всего. Да. Я видел, депутаты предлагают возвести в Киев памятник Джорджу Вашингтону. Ну, я так понял, это какой-то, блядь, там проект, ну, типа, думаю, внимания он не стоит. Но я не удивляюсь, наш народ, он такой. Ну, в смысле, даже не народ. Народ наш нормальный. Власть наша, да, она такая. Раболепие это ее конек. Главное, чтобы воровать давали. Уже предложили умные люди реально в чате в Телеграме умную мысль. Зачем по 100 раз придумать велосипед? Есть одна улица, не помню в честь кого она называлась. По-моему, маршала Тимошенко, да, которая улица Маккейна. Улицу Маккейна переименовать, теперь Маккейн не в моде, ну, в улицу Трампа. Если не стрельнет, в улицу Макрона. Денег-то нет все равно, да, на другие проекты. Ну, там, памятники и так далее.
Вітаю, скажіть, в минулому вашому стрімі в п'ятницю, коментуючи видалення Мілеєм фото з Зеленським, ви назвали його диктатором Мілея чи, блядь, кого? Чи Зеленського? Чи можете ви розкрити свою думку більш конкретно? Товарищ майор, я нихуя не имел в виду. Я имел в виду другого диктатора, какого-то южноамериканского, условно говоря. Вообще нихуя не будет раскрыто. Вот так вот. Конечно, нас повысили до самой большой военной лаборатории в мире. Пруфанули национальный статус полигона, но то мелочи. Мелочь, но приятно. Так мне часто говорят про мой пенис. Угарные условия прекращения огня на воде и в воздухе. Это великий украинский ледокол Иван Мазепа и космолет Пса Патрона уже были на низком старте, да. Есть такой момент. Запомнишь, как прекращение огня в комфорках? Ну, где-то все рядом входит. Уже ознакомился с крайними двумя стримами Светова. Трансформация его взглядов, описанная в статье. Не, честно говоря, но знакомился с мнениями людей, которые его не любят. Тоже против своей воли. О, блядь, это вообще Buffalo Bill меня, блядь, разъебало. Вот писали люди мне, да, на прошлом стриме, что мы смотрели там стрим Маргинала, ну, понятно, что еще от моей аудитории ждать, да. И там, короче, была такая тема гырлы-гырлы горловой. Мне уже тогда было очень смешно, я представлял, что будет очень смешно. Но когда я сегодня увидел на ютубе, меня, блядь, вообще убило нахуй. Гырлы, горло, охуенно вообще. Это прям, блядь, бомба. Да, прям хорошо. Сейчас хорошая эпоха юмора, пиздец, конечно. Жалко, что у нас остановилось развитие юмора в Украине. Потому что вот я помню, как он развивался. Была студия «Квартал 95». Был там жанр такой хуёвый, откровенно, ну просто спекулирование, паразитирование, ну тупо на хуйне из интернета. Ну и там они типа придумывали какое-то описание и вставляли какое-то смешное видео. Ну вы все видели те видео, там типа на кабане скачут обезьяны. Типа ха-ха, Янукович убегает со своей свитой. Ну как-то так. Ну и вот типа если бы он так развивалось, представьте там, через годик условно показывают квартала там, типа, что там придется делать президенту Зеленскому в будущем. И там гирлы, горловой, охуенно, по-моему. YouTube пашет, а Twitter нет. Я уже подумал, может его заблокировали как платформу российской пропаганды в Украине, как ВКонтакте, как Одноклассники. Чмутовка, бо график настал. Пора, родной, пора на чмутовку. Ну, мне нравится вообще нота, с которой мы начали, честно вам скажу. Ирловка. Сука. В Донбассе я родился, и в Ирловке я рос. В смысле смешно? Это уважаемые, ну это не смешно, это уважаемые укр-эксперты говорят. Я вот, так какие, блядь, эксперты, о ком ты говоришь? Я вот только в этой схеме понять не могу. Если Европа ресурсы и оружие на свое вооружение тратить будет, что Украине останется? Украине останется дух. Мы духом сильный. Ты понял? На массу не смотри, я духом сильный. Я вот мучаюсь сейчас вопросом, примут ли нас после договорняка в средней перспективе в ЕС. Ну, если в ЕС, блядь, как бы больше каких-то, скажем так, блядь, ну, негативно настроенных к Украине политических сил и политических деятелей приходить не будет к власти дальше, то примут, что не принять. Да, кстати, это забавно. Кстати, на трансформации риторики пана президента Зеленского, не поверите, он встречался с Марком Рютте и ни слова не сказал о приближении нас в НАТО, или о вступлении в НАТО, или неотвратимости НАТО, или о... Ну, что-то сказал, что круто, блядь. Сказал про мир там, ну, когда я читал тот пост про встречу с Марком Рютте. Это генсек НАТО, кто не понял. Как вот был генсек в Советском Союзе, так есть генсек НАТО, поняли? Вот, Марк Рютте. Как там Качур, который духом слабый? Та жебрая, блядь, потихоньку. Сейчас уже хорошо потеплело. Чуть новости хуёвее и хуёвее с каждым днем. Ну, это знаешь как... Ну, так всегда на самом деле. Но ты подожди, реально они хуёвые будут тогда, когда ты будешь думать, что они хорошие. То есть послезавтра. На самом деле это как вот этот мем, да, легендарный, где едут по дороге, да, где отвесная скала, люди в автобусе. И один смотрит на краевыды, а другой смотрит в скалу. Понял, да?
НАТО в Конституції, но Конституція на паузі. Після перемоги обсудять. Треба качуру собрать, мешочка харчів, та нехай чапає вже на волю кудись. Ну, до першої собаки, да. Вместо НАТО же новую организацию Украина организует, конечно. Уже называли какое-то пошлое название какое-то. Там, короче, Украина, Грузия, Молдова и еще что-то. Не знаю, Азербайджан, нет. Ну, короче, еще какая-то страна. Забыл, как эта организация называлась. Давайте подумаем. УГИЛ, Украина, Грузия, УГМ. А, ГУАМ. ГУАМ, да, ГУАМ. Я под градусом, я вареный, я устал уже. Ну реально, меня эти новости утомили и вообще. С вами видеться за бесплатно тоже нахуй утомило. То сегодня у меня такое настроение легкое в этом смысле. Новая организация будет называться Промижність. Ну да, есть такая. Промижність, также известная как Интермариум. Что вы оформили Е-коноплю? Да, но эту я новость даже не выписывал. Ну Е-конопля. Ну неплохо, надо возвращаться к традициям. Когда-то конопля и производство конопли в Украине, ну важный промысел был, да. Даже при раннем совке. Да, ну вы помните об этом, ну там целая ветка сюжетная в Южном парке про ферму и выращивание конопли. Какие сегодня новости? Да хуёвые, White Luxury. Веселый, говорят, что пьяный. Грустный, говорят, хочу, блядь, накласти собі в руки, блядь, там и так далее. Не угодишь, сукам, да? Жаль, что без смешных шуток ветка, согласен. Согласен. Ну, может, не полностью, но не особо смешно, согласен. Ну, может, смешно, если тебе далеко за 30, понял. Видел опрос, который в странах ЕС провели. Подавляющее большинство опрошенных считают, что Украине дают недостаточно военной помощи. Что дают недостаточно военной помощи, и не надо ее увеличить. При этом в другом, ну да, блядь, странно получается. При этом в другом опросе, где спрашивали, должна ли их страна увеличить расходы, большинство ответили, что конкретно их страна расходы на Украину должна уменьшить. Ну, слушайте, что из этого следует? Не, ну да. Известно, что социология, это, блядь, бывают там вещи противоречивые и иррациональные в ответах, и так и в Украине, типа, вы хотите мира, или там, вы хотите жить, или вы не хотите умирать, ну, конечно, не хотим умирать, и мира хотим. А території, ні, території нельзя. Ну, блядь, вот. Я вже колись писав, очікую, що Андрій Борисович захистить інтереси своєї країни та вибере для неї найкращі умови от Україні. Когда контроль над ситуацией вынесли за океан, появился свет в конце туннеля, но по закону подлости тянуть будут как можно дольше. Ну, потянем, а вытянуть не можем. Насколько рентабельно выращивать коноплю? А хуй его знает. Я даже не знакомился с законодательством, какое там есть, но знаю Украину и украинское законодательство, ух ебать. Думаю, что не очень рентабельно. Так же рентабельно, как выращивать табак, например. Ожидаем американские санкции. Готовимся, да? Не ждем, а готовимся. Надо менять стратегию, если просто ждем. Юля пошла в банк. Что за выпады ВР? Поверх голову ОП, кейс с голосованием и кейс с письмом Трампу. Я не знаю, что там кейс с голосованием, и не знаю, что там за кейс с письмом Трампу. Ну, ее это, понял, как петарду подожгли, конечно, той статьей Политико. До этого она сидела, по таким поводам не отсвечивала, но тут, видимо, уже пути назад нет. Ну, я думаю, она понимает в то же время, что ее упоминание в этой статье Политико, ну, кроме того, что, конечно, подбросит ей проблем внутриполитичных, но, конечно, в каком-то смысле выступает ее защита, ее упоминание там. То есть, если на нее сейчас обрушатся какие-то репрессии, то будет однозначно расценено. Или чтобы от меня костюм требовать. А в чем профит, друзья, ебать, вот это вопрос. А в чем профит уток разводить? Они же сожрут больше, чем на выходе будет. Хороший вопрос, хороший вопрос. Хороший вопрос. Ну, моя стратегия введения уток это как стратегия Украины в ведении внешней политики. Бессмысленная, беспощадная и ущербная. Вот так. Кто бы ты выбрал, брата Василия Байдака, чи отца Славик Балаган? Ответ однозначный, отца Славик Балаган. Нахуй, брат Василий Байдак, это уже полный пиздец. Ты суеверный человек? Бывает ощущение, что слова могут влиять на реальность. Я, блядь, трусливый человек, а насколько суеверный, не знаю, блядь. Тут тебе нихуя сказать не могу. Но в падающие Христы и их силу я верю, если ты об этом. То есть, ты, когда продавать уток идешь, говоришь продавцу, что в соседней деревне в 100 раз больше предлагают?
Чего, блядь? Не, я уток не продаю. Их же все равно убьют. Лучше я их сам тогда убью, правильно? Докатился стример, детское питание рекламирует. Это сок, не питание. О, нихуя се. Вырежь-то с быры, нихуя се. Вы не видите, но тут можно дрон, блядь, Байрактар собрать. Вот, блядь, видите, как живут люди? Дрон в кожную хату. У тебя там две опечатки, то есть ты суверенный человек, и как там это влияет на ректальность? Почему тебе рекламу не продают? Рамбослав, он всей хуйней обвешался, одни баннеры на экране, но у него канал популярнее. А я не знаю, ну я никогда не пробивал нигде насчет рекламы. Ну все-таки у нас контент на русском языке. Я думаю, что сейчас политика рекламодателей в Украине, избегающая точно контента на русском языке и уж точно политического контента. Ну мне так кажется. Но я не пробовал ни с кем связываться. Я вот только знаю, что я сумну вивцю прорекламировал потужно, блять, как для... Ну реально, столько людей купила ее, я думаю, ни одна их нахуй реклама в жизни столько покупок им не принесла. Да, ну это все, что могу сказать. Я хотел стать орденом Герой Беларуси на груди министра сельского хозяйства. Это ты не знаешь, что президент Шевченковской премии Кадырова наградил, да? Будет ли суверенная... Будет ли суверенная ректальность... Будет ли суверенная ректальность пунктом договорника? Хороший вопрос, как раз завтра будут это решать. Нужно учитывать ректальности на земле, да? Прорекламуй краще кахве Трамп у Киеве. Ты знаешь, читал сегодня, это точно такая же история, как с Хавьером Милеем. Ну и, блядь, такое говно. Такой кал. Ну и хуйта. Наверняка кормят там калом. Ну а как может быть по-другому, когда у заведения такие ценности, нихуя не стоящие? Какие бы слова ни произносились на политической сцене, сам факт появления человека на этой сцене доказывает, что перед нами, блядь, и провокатор. Потому что если бы этот человек не был блядью и провокатором, его никто бы на политическую сцену не пропустил. Понятно. Як думаєш, наші заїбуть Маска до кінця і він все-таки відключить інтернет? Я думаю, что это с нашими слабо связано, но, наверное, відключа. Мне кажется, это элемент шантажа. Ну, тут нельзя доверять нихуя. Даже нельзя доверять, мне кажется, его прямым словам, что он этого никогда не сделает. Маск там же шукає государство, которое на Твиттер атаку устроило. Твиттер нахуй не робить. Я не знаю, что происходит в Газе. Пиздец. Да, сегодня тоже в рамках вот этого гырлы-гырлы горловой пересматривал вот это Come in the name of peace. Хорошо. Вже уявляєш, які коментарі будуть під цим стрімом на Ютубі від Мамаш 45+, після жартів про горло горловой. Я не знаю, может им понравится. Они уже, мне кажется, люто отчаявшиеся. Ну, в смысле, не знаю. Ну, то в 45+, на Ютубі сидить про політику дивиться. А яйця качки несуть часто? Да ніхуя вони взагалі не несуть. Може варіант їх в Америку тепер відправити, як гуманітарку від народу, обойдуться. Сражайся, Муаммар. Муаммар, не надо. Кстати, касательно Муаммара Каддафи. Вот одна из самых таких запоминающихся для меня фотографий Юлии Тимошенко, это где она в юрте сидит с Муаммаром Каддафи. Ну, что-то не юрта, а хуй его знает. Ну, вы поняли, ну, юрта, наверное, палатка, блядь, Муаммара Каддафи. Великое фото. А чё за прикол гырлы-гырлы? Да что там маргинал какой-то, блядь, не знаю даже, как это сформулировать. Ну, скажем так, как все говорят, брейнрот хуйню какую-то заказывали, там просто Шрек нейросетевой, и там музыка какая-то на фоне гырлы-гырлы горловой, гырлы-гырлы горловой. Ну, ты слышал же, тизер нового трека вышел. Блядь, тизер нового Шрека вышел. Ха-ха. Ну, это уже пиздец, мозг вообще отмер нахуй. Чоловік напав з ножем на співробітників ТЦК у Коломийки, Івано-Франківська область, ТЦК. Один працівник ТЦК госпіталізований, а інший отримав поранення у грудну клітину. Українцю тепер загрожує до 15 років турми. Понятно. Гусиків одобряю, вони агресивні, але розумніші. Я би сказав, розумніші підписників Арестовича розрізняють людей, розклад дня, мають власні політичні погляди. Хорошо. Я вчера подумал, не джедай, а джихад. Да, зеленое знамя джихада в свете событий в Демократической Республике Сирия. Да, кто бы мог ожидать от нового сирийского правительства таких приколов, да. Бачив про Дніпро та Теслу з ТЦК. Та бачив, блядь. Ну, смішно, я відео пишу там. Что там ТЦКшник с сигаретой во рту едет, блядь. Блядь, ну... Надо было им уже полностью легализовывать
Не, я не пьян, но, по-моему, это просто смешно, объективно. Там еще какие-то регулировочные жесты подает, типа, чи газуй, чи что он хочет, или тормози. Ну, или спрашивает, типа, ну что, и что ты сделаешь мне? Ой, блядь. Ну, это, блядь, никогда не сравнится с тем видео, где, короче, хоррор-музыка наложена. Снимает камера с вот этого, типа, хрущевки, типа, вход в подъезд хрущевки, снимает камера видеонаблюдения. Наложена музыка, типа, из «Сияния», по-моему, да? И там мужик бежит, типа, добегает до дверей подъезда, ломится в них, кричит «Помогите!» И типа за ним медленно идет военком сзади. И вот он почти дошел, но тут женщина открывает двери эти железные, да. Мужик забегает, ну, бля, это пиздец, конечно. Ой, сука, ну и времена. Какую песню под то видео надо поставить, я догадываюсь, реально. Давай весь вечір дивитись інсайди від пана Давидюка. Я не знаю пана Давидюка, я знаю Данилка. Его, я знаю, за границу не выпустили эту, блядь, сердючку, представляете, блядь? Я написал, ну твое, понял, пропало где-то сообщение. Я написал, если Залужный станет президентом Украины, я, блядь, что-то сомневаюсь, что-то он такой чёс чешет, что... Очень он удобная фигура для сопрезидента, если реально такими амбициями обладает, да. Означает ли это, что украинским мужчинам хана как внутри страны, так и снаружи? Да им, может, уже послезавтра будет хана, ну, в смысле. После того, что нахуй вертят, после того, что нахуй вертят завтра, уже послезавтра будет понятно, что им хана. Как внутри, так и снаружи страна будет превращаться в военный лагерь. Да нет, с чего вдруг? Мне кажется, это, ну, с керівництвом Украины поскольку связано. Какие не на, а в Украине есть средства массовой информации или каналы, которые можно назвать относительно нейтральными. Примерно такие же, как и вы, только более крупные. Я таких не знаю. Ты понимаешь, крупное медиа, оно, наверное, в принципе сейчас не может быть нейтральным, да. Ну, потому что оно само из себя убыточное, блядь, убытковатое, убыточное. Кто-то должен его спонсировать. А тот, кто его спонсирует, наверное, ну, есть вероятность, что, скажем так, в интересах спонсора оно, наверное, и работает. А от якщо наші викрутять завтра потужність на максимум, чи реалізується погроза Трампа, що він нас покине? Ця погроза реальна? Думаю, да. Думаю, да и да, ну типа на оба вопроса ответ да. Какова твоя позиция по алавитам в Сирии, которые час укрылись на базе РФ? Даже не знаю, что тебе сказать. Не, в смысле, какая позиция? Не хотелось бы, чтобы их зарезали? Или застрелили? Но поскольку они на базе РФ, наверное, именно так и будет по итогу. А ничего тот факт, что Рататуй в штанах делал гирли-гирли? Блядь, ну вы, блядь, даете нахуй. Это уже вообще, блядь, это ниже дна. Это ниже дна. Это то, что под дном. Не, я думаю, вы знаете, я думаю, что гирлы не станет новыми губами. Слишком тупое. Хлопці та дівчата, заздалегідь готуйте своє очко. Новини в середу будуть тупо єбейші. Саме так, я тоже разделяю это мнение. Ну, мы оптимизмом не славимся. Так что, думаю, ожидаем. Хорошо. Чим новини, блядь, читать? Чи сказати, що то як-то сьогодні я особо не підготувався. Не підготувався. Ну нема сечі реально на це все. Яка людина здорова це витримає? Тільки повний психопат. Еще это гирли-гирли повсеместное. Зря я о нем сказал. Зря вы о нем меня спросили. Бо это полная дичь. Та гірлі-гірлі не дасть життя тепер ще. А от дійсно цікаво. 14-й рік подарував Україні купу мемів по типу «Привіт від дітей Донбаса», які досі ходять у соцмережах. Ну і да, от этот флаг, там этот медведь, блядь, ну от это вот. Які досі ходять у соцмережах. А після початку повномасштабки меми живуть значно менше. Ну зараз вообще понял, скорость вот этого всего оборота информации в интернете значительно выросла везде. Сейчас вообще все мало живет. Насчет ангажированности частных СМИ. Считаешь ли хорошей идеей вливание государственного финансирования и поддержки государственнической линии а-ля телемарафона, как это выглядит в ряде европейских стран, противовес частных СМИ? Да реально не имею устойчивого мнения на этот счет. Ну понятно, что легко там исходить, но глупо, наверное, из позиции, что ну просто плохо, нехорошо, неэтично отнимать у людей деньги насильно и тратить их на какую-то хуйню. Ну, наверное, это слабо, да, мало аргументов таких. Я понимаю, о чем ты недавно просто общались в Дискорде. На эту тему, на тему Deutsche Welle, на тему BBC. Это интересный вопрос. Недавно поймали агента российского
Шпиона, представляете? Контрразведка СБУ поймала российского шпиона в организации, которая называется Укркосмос. Украинское космічне агентство. Я упал, как и вы. Представляете, існує, блядь, Украинское космічне агентство. Ну, я вообще в жизни своей слышал об этом агентстве только в номере Файны Украины. Помните, там был про батут, блядь, по-моему. Ну, что такое? Это ж пиздец. Илон Маск ёбнул Твиттер, чтобы члены Горловского компьютерного клуба, Горловского компьютерного клуба не получили зарплатку за день, и им пришлось бы гырлы губами наш слон. Ну да. Всегда об Украине думает. Интересно, кстати, что YouTube же вешает плашку теперь на государственные медиа, что они государственные, правда? Или это уже убрали эту политику на BBC, на Deutsche Welle? Почему такой плашки нет на The Gaze? Да. Дэна, помнишь, тебе сон приснился? Да, помню. Как у тебя на заднем дворе была ракета, которая взлетела, и к тебе батя приезжал, смотрел. Да, было такое. Но это был сон, он там длинный был, короче, что я что-то просыпаюсь в квартире как раз. Просыпаюсь, и ко мне приезжает делегация, типа задолго до выборов в США, если что было, это было еще задолго до войны. Приезжает, короче, делегация из США с Илоном Маском, и Илон Маск говорит, что, ну, я, короче, решил такой инвестиционный проект в Украине построить, короче, буду строить в Украине космодром. И мне нужна земля, а у тебя не маленький участок, давай его построим у тебя, типа, на участке. Я говорю, интересно, говорю, ну, надо, наверное, реально построить. Понимаю, что это хайп ебейший, типа, тема крутая, войдет в историю, но понимаю, что батя мне даст пизды, потому что, ну, там на огороде, типа, растет картошка, там всякая хуйня. И, ну, если что-то с ней случится, мне пиздец будет. Ну, я говорю, ладно, давай, короче, добро даю. И, блядь, вот думаю, ну не может же, что типа она пизданется, хотя часто у него что-то там, блядь, полный, блядь, крах всего. Думаю, ну не может, это же космос, серьезные вещи. Ну и, короче, день запуска, да. Стою я на крыльце дома, там чуть дальше впереди, возле, туда ближе к огороду, Илон Маск. И типа картошка вот так отделяет, да, и там за картошкой космодром стоит, блядь, ракета, ебейшая ракета, типа несколько таких, знаете, самых здоровых, блядь, оранжевых баков из Kerbal Space Program, кто помнит, такие оранжевые здоровенные баки, вот. И вот, типа, вот он раз, типа, ну, запускайте, нажимаете, она, короче, чуть-чуть так приподнимается, и хуяк падает именно на картошку. Взрыв ебанутый вообще. И вот я тогда еще не знал, как ощущаются взрывы, да, я взрывов в жизни, блядь, не видел. Один раз на карьере, да, горнодобывающем каком-то там видел. Короче. И вот так, типа, он прям ощущался охуенно, типа, воздух такой горячий обдает тебя, всю одежду к телу прижимает, перехватывает дыхалку. А у меня крыльцо такое, ну, типа, из кирпича. Я пригнулся, думаю, блядь, пиздец, все, мне пизда. Ну и, типа, вот такой сон. Ну, потом мне там пизды дали в том сне, и все. Так вот я к чему, да, самое интересное в этом сне то, что я до этого взрывов, ну, не знал, как они выглядят. Но потом, когда они начались, они были точно такие, как в том сне, когда уже началась война. Ну, вот такой сон, короче. Ну да, старожилы помнять этот сон. Того, що кому не похуй на той Загейс, якби не ти, я б про нього ніколи не дізнався. Ну, про нього частенько писали, що розтрата денег не целевая. Ну, думаю, да, это основной источник их популярности. Ой, блядь. Цікава твоя думка про нейтралітет держави. Слухав Кусу, і він казав, що його можуть дозволити тільки країни з крутими інститутами та навченим дипкорпусом. Згоден з цим твердженням? Ну, сильно абстрактно. Я считаю, что оно просто безальтернативно для выживания. Мы сейчас это доказываем. Ну, если не можете собі дозволити, ну не судьба, значить вам жить. Я схиляюсь до такої ж думки, якщо погоджуєшся, то нав'язування нам нейтралітету – це ворожий крок проти нас. Ну, от у нас не було нав'язування нейтралітету, да, ну, тобто у нас не було нейтралітету. Тобто ми то, як писав, да, этот говорить світ, намагалися існувати як єдиний варіант в межах західних інтеграційних об'єднань. И где мы сейчас? Эти західні об'єднання плюнули на нас и все. И типа, ну, просто пользуются тем, что мы от них зависимы. То есть используют это как рычаг. Ну, очевидно, это не выход. Это путь к краху полный. Я уже молчу о том, что масса проблем была вызвана именно стремлением вращаться в этих західних интеграционных объединениях. Это тупо ничем не лучше. Ничем не лучше зависимости от Востока полной. Ну, вот так. Я просто не знаю, я понимаю, если бы это был абстрактный разговор до войны, мы рассуждаем на тему будущего Украины
и непонятен результат еще. Сейчас, бля, результат, что называется, налицо. То есть уже даже не надо говорить, цыплят по осени будем считать, там не доказано, подожди, вот это видение, оно уже доказывает свою, блядь, охуенную состоятельность. Сейчас мы говорим уже о случившемся, по-моему. На рівні терсоплити, а може навіть вище, когда у меня сдуло терсоплиту с москвича. Да, это, блядь, еще та история. Что ты хочешь? Так хотелось, блядь, жить. Хіба наш нейтралітет посеред Європи та РФ не перетворить нас на буфер чи поле протистояння між ними? Перетворить. Просто, ну, хотя бы был шанс, что это не будет вооруженное противостояние. Что, наверное, хуже всего, ну, объективно, урон больше всего наносит нам. Просто, опять-таки, вопрос формирования, да, вот этого попытаться внутреннюю политику согласовать с такой острой, радикальной, да, прозападной внешней политикой, мне кажется, он нанес очень большой урон нашей стране, ее суверенитету и ее территориальной целостности ни много ни мало. То есть, может, Украина покрепче была бы, да, если бы не надо было внутреннюю кухню пытаться подогнать под такую внешнюю политику. Надеюсь, Зеленский привез карты в Джиду. Я надеюсь, что взяли на вооружение вот те слова. Я забыл, как там было сказано, но очень мудро. Что у нас нет карт, но вы же их раздаете. Ну, как-то так. Хотя раздавать карты что ж, наверное, не очень круто. Бля, удивляюсь, да, перевести на банковую колоду. Та-да, колода карт усталості не знають. Ну, очікування від моїх подій розраховано по законам денечка. Буде як раніше, але трохи гірше. Справку на те, що буде сильно гірше. Ну, є такий шанс реально. А там тот кипрский тиктокер по совместительству депутат Европарламента выложил видео, почему Украине нужны выборы. Я его видел, это видео, ты не поверишь, да. Но все-таки, думаешь, 0 шансов, что Потап добьется хорошего отношения Пыпы к Западу? Тогда бы и противостояния не было, не знаю. Не, ну просто хорошие или плохие, это что-то такое, ну, типа размытое, да, размытое понятие. Просто, типа, выйдет ли эту перезагрузку совершить, которую они, видно, наметили? Не знаю. Честно сказать, ну, с одной стороны, да, объективно кажется, что выхода нет, да, кроме как повиноваться. Но зная наших, не знаю. Потап и Настя, ну да, у нас был прикол на уровне гырлы-гырлы, что мы много раз, причем разные люди, не связанные между собой, путали Потап и Трамп. И это создало дикий бред. Так а зачем было УПУ все инструменты мягкой силы отбирать в виде Медведчука и каналов? Ну, наверное, потому что знали, что будет война. Ну, тут хуй уже узнаешь. Но мне кажется, вероятно. Медведчук разворовал все деньги, и никакой мягкой силы не получилось. Ну, у них иллюзия, может, была мягкой силы, но я не знаю. Діонісус, за кого ти віддав би свій голос? Леонід Кравчук, В'ячеслав Чорновол, Левко, Лук'яненко, Гирли-Гирли, Орловой. Это не я придумал, это, если что, реальный вопрос. Ну, понятно, вариант 4, Гирли-Гирли, Орловой. Да, через агентів на ближних медиа, заявы и т.д. Ну да, однозначно так и есть. Привет, хорошего настроения, блять, привет, хорошего тебе вечера и стрима, как сам Гирли-Гирли, где костюм? Костюм сегодня скин, чмутовка. Давайте чесно, Україна відмовиться піти на поступки США, вийде повністю, піти на поступки США, вийде повністю з конфлікту, мир настане тільки після важкої поразки на полі бою однієї з сторін. Хто б це міг бути? Ну да, Росія. Звісно, правильно. Бачив ти відео з діджей Венсом на вулиці, де з ним про українські бумери спілкувались? Ну бачив, ну там нічого не понятно. Ну, понятно, что, типа, нация-беженец — это такое проклятие, да, ну, не сказать, что мы могли на это повлиять. Просто об этом ми вже колись говорили. Трамп это Нефталін Grandfather. Я би, ти знаєш, ти от ще раз, да, напомнил видео с Джей Ді Венсом и украинскими протестувальниками, так называемыми, ну так, не выглядят они как протестувальники. Вот если бы они витрины громили, это был бы другой разговор. Да. Ну, да, вот я бы скорее обратил внимание не на сам этот инцидент, а на то, что он всплыл публично через Дивенса, да, что именно он посчитали нужным они это подсветить. Это, наверное, как-то косвенно нам может говорить о каком-то, типа, ну, плохом скептическом отношении к Украине. Да можно же было об этом не писать и не говорить, правда? Що мінус? Як думаєш, коли дементори зможуть ходити в дім і забирати до себе на службу? Не знаю. Входити в дім не так легко, як здається. Що з точки зору закону, що з точки зору фізичного. Да? Все-таки двери-то закрыты, это их надо ломать постоянно. Сначала надо раздуплить нормально то, что уже придумали, да. Заморозку денег там, все такое. А потом уже можно думать над тем, правильно?
Денис, какое у тебя любимое блюдо из теста? Пицца, багет, просто хлеб, булочки. Странно, что без гирли-гирли. Піца. Бліни з лопати. Так, друзі, дякую. Дякую тим, хто донатив. Дякую тим, хто прийшов і писав в чат. Большое спасибо всем, кто пришел, друзья. Берегите себя. Не нервничайте особо. Ну, понятно, формула всегда это рабочая. Пока что сбоя не давала, что будет как раньше, только чуть хуже. Вот от этого и отталкиваемся. Не ждем, а готовимся. О, спасибо за полтос. Спасибо за полтос. Да. Люблю вас, цілую, обнімаю. Цілую в плечі і до зустрічі післязавтра. Післязавтра уже, надеюсь, завтра экстренно, но не будем запускать. Наверное, не будем. Посмотрим, как устоится, улежится. Наверняка вот сейчас я какую-то пессимистичную ноту загнул, а все закончится хорошо, как говорится, хэппи-эндом. Вот.